Богатыри Ирана. Аналогии русских богатырей из былин. Обнаружение поэмы Шахнаме из зороастрийского трактата Авесты, во многом случайного, после арабского уничтожения всего доисламского наследия Ирана, открыло удивительный мир. Оказывается, иранская мифология имела свой богатырский эпос, ничуть не уступающий германским сагам и имеющим полные прототипы в мифологии других индоевропейских народов, особенно в славянских былинах. Кто же был витязями древней Персии? Персонажи богатырского эпоса Ирана. Афросиаб. Злой персонаж, царь Турана, страны, противостоящей Ирану, которую населяют воины и злые духи Дивы. Реальным аналогом Турана скорее всего являлись земли к северу от Ирана, населенные кочевыми саками и сарматами. Сам Афросиаб – могучий воин и колдун, который без устали плетет интриги, стремясь покорить Иран, и только доблесть богатыря Рустама спасает страну от порабощения. Сам первый по старшинству богатырь, отец богатыря Заля и дед Рустама. Будучи сыном победителя дракона Карсаспа, сам устыдился своего сына Заля, который родился с седыми волосами, и отнес его на Эльбрус, чтобы он там умер в младенчестве. Однако с тех пор его стали терзать страшные сны, он страшно корил себя за взятый грех и вернулся назад. А на горе он увидел, что Заль жив, его кормит огромная птица Симург. Заль – исполин с белыми волосами, он охраняет границы Ирана от чужих посягательств, но уступает в битве свирепому Афросиабу. Иран становится подданным Турана, и только Рустам возвращает свободу. Образ Заля очень похож на богатыря Святогора из русских былин, исполинский седой старик, охраняющий границы. Рустам – сын Заля и кабульской принцессы, Рустам, дословно мощнотелый, с ранних лет совершает подвиги. Он побеждает дракона и льва, постоянно выручает шаха Ирана, который попадает в переделки со своим воинством, успешно изгоняет из Ирана Афросиаба. Затем он постоянно ведет борьбу с дивами, которых посылает Афросиаб, чтобы навредить шаху или самому Рустаму. Рустам служит трем шахам – Кейкавусу, Сиевушу и Кейхасрову, все из которых не отличаются доблестью и умом. Его излюбленное оружие – булава в виде головы буйвола. В один из походов на Туран он проводит ночь с дочерью одного из туранских правителей, и та тайно рождает сына Сухраба. Мальчик вырос богатырем в Туране, и Афросиаб натравливает его на Иран. В битве с Рустамом Сухраб почти побеждает своего отца, но затем Рустам кладет его на лопатки и, вонзив нож в ходе решающего удара, по браслету узнает своего сына. Рустам почти дословно повторяет сюжеты Ильи Муромца и его сына Сокольничка, а также сюжеты германских и кельтских саг. Лубочный богатырь Яруслан Лазаревич в Московском царстве – уже просто прямое заимствование из Ирана в эпоху татаро-монгольского ига. Сюжеты почти идентичны. Туз, Тур и Дасп – три второстепенных богатыря Ирана, имеющих магические способности. Туз имел медные крылья за спиной, отчего был быстрым как ветер. Тур происходил из крестьянского рода и был наделен огромной физической силой. Дасп был прекрасным музыкантом и оратором, иногда побеждая врагов хитростью. Аналогии в славянских былинах. Богатыри Вольга, Микула Селенинович и Алеша Попович, имеющие сходные качества. Захок – мифологический злой царь Ирана и Турана, который мог превращаться в дракона, а в человеческом обличье у него на спине были две змеи. Происходил из страны конных копьеносцев, современной Аравии. Злой Див убедил его убить своего отца и захватить трон, а затем потребовал плату за услуги и советы. Захак стал носить на плечах змей, которых нужно было кормить человеческими мозгами, для чего в Иране каждый день убивали двух юношей. Чтобы спасти молодых людей, придворные одного юношу каждый день тайно выводили из дворца, а на стол змеям подавали смешанные с овечьими мозги первого несчастного юноши, спасенных же отсылали в горы. От них, по преданию, произошли курды. Тирана свергг богатырь Феридун, но тому удалось бежать и обосноваться в Индии. Здесь видны отголоски вражды арийских правителей Ирана и индийский Пурахит, считавших друг друга еретиками. Заххок, проспект преданию, правил 1000 лет всей Азией от Иерусалима страны Чин. Феридун, он же Троетаон, победитель Захока. Богатырь с палицей, чьи три сына разделят между собой мир, подобно Симу, Хаму и Афету в христианстве, иудаизме и исламе. Он очистил Иран от злых девов и чудовищ, драконов и мантикор, а также от чернокожих, которых зороастрийцы считали порождением злого божества Аримана,
с помощью магии Захока. Троитаон родился в стране четырехугольной Варна, что, учитывая схожесть его имени со скифским первочеловеком Таргитаем, также отцом трех сыновей прародителей народов, дает основание предполагать его скифом, что опять же отсылает ко временам индоевропейцев и родства скифов, персов, индусов и туранцев. В общем-то, Троитаон и создал современный древним иранцам мир, в котором уже стали действовать другие герои. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.